Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 15. В Индии можно найти загадочные объекты. В Индии можно найти загадочные объекты с невероятным уровнем обработки и совершенно непонятным предназначением. К таким можно отнести комплекс пещер Барабар. В гранитных скалах вырезаны огромные помещения, да еще с таким качеством, что дух захватывает. Гранит обработан на высочайшем уровне до зеркального блеска. Про сложную конструкцию самих помещений я уже молчу. Какими инструментами древние индусы смогли создать подобный шедевр, а самое главное, с какой целью, остается загадкой. Окаменевшие следы часто становятся загадкой. Окаменевшие следы часто становятся загадкой для ученых. В 2001 году у итальянского вулкана Роккамаффино исследователи нашли следы в грунте. Радиометрические и геологические анализы показали, что 350 тысяч лет назад здесь прошло существо весом около 80-90 килограммов, оставив отпечатки глубиной 20-25 сантиметров в незастывшей лаве. Что-то шло прямо по жидкой лаве к жерлу вулкана. Дикие животные вообще не способны приблизиться к огню, природа постаралась, но если предположить, что нечто наступило на лаву, то существо попросту бы сгорело. Если бы не задохнулось раньше, вблизи вулкана зашкаливают примеси и угарный газ, отчего там нечем дышать. Кто были первые владельцы американских земель? Джон Севьера описал разговор в 1783 году с вождем Чероки Аконстотата. Ближайшие курганы были созданы белыми людьми, которых чероки изгнали с их земель. Этих белых людей индейцы прозвали луноглазые, им принадлежит создание города Какохия и парка Форт Маунтин, которые потом захватили чероки. По наводке вождей луноглазым приписали связь с курганами Адены возрастом 2500 лет. Вожди не ошиблись, в курганах действительно нашли высоких белокожих рыжеволосых людей, которые когда-то жили на территории Алабамы, Джорджии, Кентукки, Северной и Южной Каролины, Теннесси и Вирджинии. Узнать, кем были первые владельцы американских земель и куда они исчезли, не представляется возможным, а может просто кто-то это скрывает. Машина Райфа. Доктор Райф знал, что все вокруг вибрирует на своей собственной частоте. Он считал, что если бы мог обнаружить частоты микроорганизмов, вызывающих болезни, то получил бы возможность уничтожить их с помощью той же частоты вибрации. Точно так же, как оперные певцы своим голосом настраивают частоту винных бокалов и разбивают их. В 1934 году Райф использовал аппарат для лечения 16 смертельно больных пациентов с различными видами рака. Первые 14 выздоровели через 70 дней, оставшиеся двое выздоровели через 3 недели. Невероятно, но для полного выздоровления пациентам потребовалось всего 2 трехминутных сеанса в неделю. Откуда родом этрусский язык? Факты указывают, что славянская глаголица намного древнее, чем декларируется официальной наукой, а греческий, этрусский и финикийский языки – измененные потомки славянского. Первичность последнего подтверждает количество букв в его алфавите – до 65. Алфавит древних русичей и славян был руническим, сродни германо-скандинавскому футарку. Этрусский по официальной версии считается языком-изолятом и не имеет признанных наукой родственников. Его безуспешно пытались расшифровать, сопоставляя с греческим, латынью, ивритом и тому подобным. Несколько ученых 19-20 веков доказали славянское происхождение языка и культуры этрусков. Их исследования однозначно подтверждают итальянские источники 15-16 веков. О существовании древнерусской протоимперии, в которую входила и Этрурия, заявляли авторитетные ученые 16-20 веков, в том числе Ломоносов. Но историки-русофобы, царившие в исторической науке со времен Петра I, подрубили корни нашей истории и до неузнаваемости исказили прошлое русского народа. Петр I уничтожал все славянское. До прихода Петра использовалась совершенно другая система исчисления – кириллическая. В ней все числа записывались буквами. Можно было увидеть и глаголицу, но принцип аналогичный. Создателем циферблата на Спасской башне в 1624 году стал Христофор Головей. Уже в 1628 году после пожара их пришлось реконструировать. Циферблат в механизме был окрашен лазоревой краской. Это являлось символом неба. Сверху была роспись золотом и серебром в виде солнца, звезд, луны. Стрелок не наблюдалось, их заменяла неподвижная одна стрелка в верхней части и имитация солнечного луча. В этом случае движущимся был именно циферблат. Он выполнял вращение вокруг этой одинокой часовой стрелки.
Часы эти были привязаны к временам года. Что такое Филькина грамота? 16 век. Филька – глава Русской Православной Церкви, митрополит Московский Филипп II. В один момент он вздумал разоблачать кровавые злодеяния Ивана Грозного, принялся писать рассказы о том, скольких людей царь запытал, замучил, поджег и потравил. Царь обозвал митрополитово писание Филькиной грамотой, побожился, что все Филька врет, и заточил Фильку в далекий монастырь, где митрополита почти сразу же убили. Николая II никто не расстреливал. В Государственном архиве РФ хранятся допросы свидетелей по делу об убийстве Николая II. Интересно, почему они не всплывают в разных фильмах, которые посвящены расстрелу царской семьи? Да потому что в них обслуживающий персонал говорит о том, что расстрела не было. Официантка Екатерина Семеновна Томилова. Спустя один день после объявления в газетах о расстреле государя мне выдали обед для царской семьи, только на 9 человек, и я унесла опять его охотно в Ипатьевский дом. Я видела лишь дочерей, Марию, Анастасию и наследника. Помню, что 22 июля я носила обед на 9 человек и увидела в тот день государыню, 2 дочерей и наследника, но государя не было. 23 июля большевики разбежались. Царской семьи уже не было, а красноармеец ответил мне, что все уже улетучилось. Но скрыть следы до конца не получилось, и даже спустя 100 с лишним лет всплывают дикие нестыковки с официальной версией о расстреле, заставляя сомневаться в произошедшем. Что такое шваль? Слово вошло в русский язык в период Отечественной войны 1812 года. Французы во время отступления поедали лошадей, так как местное население не собиралось их кормить. А если и кормило, то недостаточно. По-французски лошадь – шеваль. Отсюда, кстати, и хорошо известное слово «шевалье» – рыцарь, всадник. Однако русские, не видевшие в поедании лошадей особого рыцарства, окрестили жалких французиков словечком «шваль» в смысле «отрепье». Папа Римский Иоанн Павел IV знал истину. Истина нужна лишь горстке мыслящих, а толпа должна просто верить. Ну, во что? Это уже не имеет большого значения. Главное, чтобы люди подчинялись. А что им при этом преподносится, это уже является второстепенным. Истина опасна. Мир всегда держался на лжи. Главное, чтобы эта ложь была достаточно интересной, чтобы смогла за собой вести недалекие умы. И если при этом вы начнете доказывать толпе настоящую истину, опровергающую их веру неизвестно во что, вас же и разорвет на части эта же самая толпа. Секретная карта Филиппа Буаше. Карта Филиппа Буаше 1739 года – удивительная вещь. На ней Антарктида соответствует современным картам, хотя к тому времени не было средств для изучения Антарктиды. Но и это еще не все. В 1958 году исследователи по программе Международного геофизического года подтвердили, что изображение у Буаше соответствует действительной конфигурации материка. Правда, чтобы узнать, что Антарктида – это фактически архипелаг, нужно было произвести съемку на местности, свободной ото льда. Есть нюанс. Свободная ото льда Антарктида была 13-6 тысяч лет назад, а в то время были некоторые проблемы с аэросъемкой. В мире насаждают голод. ВФ ускоряет план по организации глобального голода и контроля за человечеством. 13 стран согласны упразднить сельское хозяйство в рамках программы ВФ «Чистый ноль», чтобы спасти климат, конечно же. Никого не смущает, что спасают климат только за счет сельского хозяйства, за счет продовольственного сектора. Почему военно-промышленный комплекс в Европе признали углеродно-нейтральным производством, а фермы главным врагом климата? А что там, собственно, с самим климатом? Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 квадратных километров. Об этом свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение. Вот и думайте. Для чего славян заставили есть картофель? На Руси основным овощем была репа, а сегодня это картофель. Но что полезного в картошке? Там же один крахмал. Петр I привез картофель из Европы и заставил садить вместо репы, русской национальной еды наших предков. Организм после употребления картофеля становится вялым, блокируется иммунная система, резко снижается мыслительный процесс, шишковидная железа атрофируется, в организме картофельный крахмал превращается в клейстер. А репа помогает при ожирении, диабете, гастрите, заболевании печени, благоприятно воздействует на суставы. Понятно теперь, что к чему? Китай был частью Тартарии. В Бристольском университете хранится уникальная фотография, сделанная в августе 1900 года. Стена, отделяющая китайский город от тартарского города – Пекин. Хотелось бы послушать отечественных историков.
Столица Китая соседствовала с тартарским городом? Допустим, поверим, что Тартария – это неправильное название Золотой Орды, но какая Орда в 20 веке? Идея о татарском городе тоже неудобна для историков. Китай не имеет в истории записи о том, что государственная граница внезапно подвинулась на 350 километров и под стенами Пекина жил другой народ. Совсем недавно на планете было всего две империи. Всемирная география 1676 года – уникальный исторический документ. Из всех стран, не считая европейских, империй всего две – империя Тартария на месте современной Сибири и империя Могол на землях современной Индии. В Европе единственная империя турецкая, Московия – самостоятельное государство. Если об империи моголов сегодня легко найти сведения, то от Тартарии ничего не найдешь ни в учебниках по мировой, ни по отечественной, ни по истории Сибири. Интересно, как изменились знакомые географические названия. Тартария на юге граничит с Чань, современный Китай, а за Великой Китайской стеной область Тартарии называется Катай. Чуть выше озера Лак-Китай и населенный пункт Китаиско. Очевидно, что после выхода Чань за пределы стены термин китайцы стали применять и к захваченным жителям, и к самим китайцам. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.